Приветствую всех на своем канале. В сегодняшнем видео буду собирать горелку на отработанном масле. В основе будет форсунка вот такая с Алиэкспресс. Видео ее испытания я уже приводил. Сейчас вот пришли фитинги. Буду устанавливать фитинги. Вот это 1/8 дюйма. И на подачу воздуха 1/4 дюйма. Сюда у нас подключается трубка 8 миллиметров, медная, вот такая вот, при помощи вот таких соединений. Вот таким образом зажимается, и латунное кольцо должно обжать все, чтобы было герметично. Сейчас подготовлю трубку. Ну вот, приготовил я трубочку вот такой длиной, обрезал по 50 сантиметров, немного с запасом, и теперь будем собирать. Так, который у нас 90 градусов, буду собирать сначала вот эту часть, которая к трубке крепится. Вроде отжимается хорошо, не шевелится ничего. Насчет герметичности пока непонятно. Так, такой вот герметик, уплотнитель резьбы сантехнический.
Ну вот, затянул я фитинги, за кадром еще подтягивал. Вот этот, который 90 градусов, еще один оборот сделал, потому что болтался. Боялся сломается, но все нормально. Вот. В качестве корпуса для горелки будет использована труба. Вот такая, 50 миллиметров из нержавейки. Так, центрироваться будет вот таким кольцом. Ну, это сделано с такой же трубы, только немножко убавил диаметр. И внутреннюю часть вырезал с какой-то сантехнической трубы, не помню точно. И приварил такие перемычки. Довольно плотно вставляется. Но, наверное, потом зафиксирую, когда будет понятно, в каком месте будет устанавливаться форсунка, на каком расстоянии. На выходе сделал, чтобы они были к одной стороне, потому что здесь будет, ну, сейчас как-нибудь прикреплю, чтобы они у меня держались пожестче. И сюда будет подключаться вентилятор небольшой. Сейчас покажу какой. Вот такой вот вентилятор. Ну вот, закрепил я трубу, точнее трубки, вот таким образом. Ну, здесь просто латунная гайка такая с резьбой на М4 и хомутик такой, чтобы никуда ничего не делать. Вот форсунка, немного отступил от края. Сейчас покажу, как вентилятор крепится. Вентилятор питается вот такого блока питания, 12-вольтовый. Это как бы временное такое решение. По форсунке все, горелки, да? Можно, в принципе, испытывать. Потом приобрести надо будет такие же фитинги для подключения воздуха и масла. На масло надо будет купить. Компрессор у меня теперь другой. Подвернулся как бы компрессор холодильника. Предыдущий компрессор был не с холодильника, а для охлаждения воды. Кулер, как так называемый. И он имел довольно маленькую производительность, поэтому, может быть, у меня плохо горела форсунка. Плюс я добавил в качестве ресивера баллон от огнетушителя. Поставил манометр. Таким вот образом все соединено. Это как бы временный вариант еще. Заказал пресс-состав, буду собирать автоматику, чтобы все работало хорошо. Да, меня спрашивали в комментариях, какое давление было в последний раз, когда я запускал горелку. Так вот, поставил тогда я этот манометр, и он мне вообще ничего не показал. Несмотря на то, что все работало, как бы, но не очень хорошо, конечно, распыляло. И подсос масла был слабый. Теперь с этим компрессором уже все намного лучше. Поэтому, когда работает горелка, давление где-то 0,8 килограмм. Что ж, останется его испытать горелку. То есть, с учетом того, что я переделал, шланг буду подсоединять пока на трубкам шланге и хомутом таким импровизированным. Специально не покупал ничего. Потом все надо будет сделать на
воздух, быстросъем поставить и кран открывания около горелки самой. Плюс к тому надо добавить игольчатый клапан для регулировки подачи масла. Пока у меня сделан вариант. Вот кран от моих прошлых самоделок. Поставил фильтр для грубой очистки такой на воду, который ставится. И кран, ну, у него плавная регулировка есть, поэтому когда поставил шаровой кран сначала, ему вообще невозможно было что-то регулировать. Вот такая вот у меня печка. Надо будет тоже модернизировать. Ничего тут особого не сделал. Я просто сделал из кирпичей, который подрезал таким образом. Тот тигель. Последний раз плавил в нем медь. Так. Сюда вот будет горелка вставляться. Ну, сейчас покажу. И зажимаем барашком, чтобы ничего не крутилось. Так. Сейчас шланги подсоединю. Запускаем компьютер.
Нагревается хорошо, но коптит. Если масло практически закрыть, вот такое пламя, все красное. Но, к сожалению, чуть-чуть добавил, начинает копать. Нужен прикольчатый экран. Я думаю, все будет хорошо. В прошлый раз вот расплавил такой кусочек меди. Кило 600. Сейчас медь и латунь расплавить можно. Ну, на этом все. Спасибо за просмотр.